Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Мы представляем очередной сериальный дайджест, составленный по вашим рекомендациям. Если ты уже смотрел какой-то из этих проектов, напиши обязательно свое мнение в комментарии. А главное, не забудь подписаться на наш канал, если ты вдруг как-то это пока не сделал. Ну а мы поехали! Сериал переносит зрителя в конец 1990-х годов, в идеальный американский городок Шейкер-Хайтс. Эллен Ричардсон – богатая и влиятельная женщина. Ее жизнь выглядит безупречной. Но все меняется с появлением Мии Уоррен, бедной художницы-фотографа, у которой есть дочь Перл. Столкновение двух противоположностей приводит к напряженному конфликту. И повсюду тлеют пожары – драматический мини-сериал 2020 года, снятый для стриминга Hulu. Основой для написания сценария послужил одноименный роман с Селестой Инг. Главные роли исполняет оскароносная блондинка в законе Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон, экранная жена Джейми Фокса по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный». Зрители в своих отзывах отмечают сильный сюжет, превосходную актерскую игру и глубокий драматизм истории. А также хочу отметить яркие персонажи, внутрикадровую атмосферу и музыкальное оформление. Сериал с рейтингом 7,7 балла рекомендован нашим подписчикам под ником AlexNet. Центральная фигура этой истории – 16-летний Эрик. Трудный подросток постоянно испытывает насилие со стороны отчима, который часто его избивает. Бунтарские повадки и плохое поведение становятся причиной перевода его в школу-интернат. Там Эрик сталкивается с жестокой системой подавления и еще большим насилием. Он пытается противостоять правилам, установленным старшеклассниками, стремясь к справедливости и личной свободе. «Абсолютное зло» – шведский драматический сериал 2023 года. В основу лег одноименный роман Яна Гуи. Сериал получил разные отзывы зрителей. Одни считают его интересным и увлекательным проектом, который затрагивает важные темы насилия и жестокости в обществе. Другие критикуют за финал, который вызывает смешанные чувства. Проект рекомендуется тем, кто любит глубокие истории с неспешным повествованием. Он доступен для просмотра на стриминговом сервисе TV4Play. Сериал к просмотру рекомендован нашими подписчиками Мавка Лисова и Альфия Сибгатуллина. Сюжет этого сериала крутится вокруг Люси Чемберс, которая каждую ночь просыпается в 3 часа 33 минуты. Время, прозванное часом дьявола, окутано мистикой и зловещими знамениями. Люси преследует странные видения и дежавю, а личная жизнь молодой женщины полна тревог. Ее мать разговаривает сама собой, а сын Айзек проявляет эмоциональное безразличие ко всему, что вокруг него происходит. Когда случается серия жестоких убийств, Люси оказывается втянутой в расследование этого дела, поскольку ее видение каким-то образом связано с преступниками. «Час дьявола» – британский сериал в жанре триллера, снятый Amazon. Проект мастерски сочетает элементы мистики, детективы и психологического триллера, заставляя зрителя задуматься о природе реальности и времени. Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей. Многие отмечают отличную актерскую игру, а также захватывающий и интригующий сюжет. Свою рекомендацию сериалу дал наш подписчик Иван Карманов. В центре сюжета семья Ашеров. Похоронив поочередно своих детей, глава семейства, Родерик Ашер, назначает встречу Агюсту Дюпену. Адвокат уже не раз пытался засудить его за выпуск опасных препаратов. 2 недели назад Дюпен во время судебного заседания заявил, что у него есть ключевой свидетель-инсайдер. После этого Родерик Ашер созвал свое семейство на ужин, чтобы вычислить информатора. Это был последний раз, когда он видел всех своих детей живыми. «Падение дома Ашеров» – мистический хоррор, созданный для платформы Netflix в 2023 году. В основу сюжета легли произведения Эдгара Аллана По. Режиссер мастерски рисует картину, выстраивая внутрикадровую атмосферу за счет визуального ряда и музыкального оформления. Декорации, костюмы и грим достойны похвалы. Все на экране выглядит увлекательным и хочется рассматривать каждую деталь. Сериал рекомендуют наши подписчики Небесный Тихоход и User DFG. На очереди история печально известного криминального авторитета Бэмпи Джонсона. Он после 10-летнего отсутствия возвращается из тюрьмы. Район, которым он когда-то правил, теперь контролирует итальянская мафия. Без жестких столкновений с преступной семьей Дженовеза не обойтись. Война двух мафий грозит разорвать город на части. «Крестный отец Гарлема» – криминальный драматический сериал. Роли в сериале исполняет оскароносный Форест Уитакер, исполнивший титульную роль гангстера и криминального авторитета, Винсент Д. Онофрио, для которого роль жука в фильме «Люди в черном» стал знаковой,
Джанкарло Эспозито, исполнитель роли Гуса Фринга в криминально-драматическом сериале «Во все тяжкие», и спасательница Малибу Эльфенеш Хадера. В основу легли реальные события. К этому добавьте захватывающий сюжет и колоритные главные герои. Любителям старых добрых гангстерских драм, а также тем, кто любит качественное хорошее кино, сериал рекомендует Эдуард Матвеев. А теперь по традиции даем одну рекомендацию от нашего канала. Эта история начинается в далеком 1935 году. Луиза Даррелл, мать 4 детей, внезапно решает переехать из английского городка Борнмут на греческий остров Корфу. На новом месте семья пытается приспособиться к другим условиям жизни. Борьба за место под греческим солнцем продолжается, ведь финансовые проблемы никуда не делись. Но несмотря на отсутствие электричества и современных систем канализации, остров оказался тем земным раем, который они искали. Дарреллы – британский комедийно-драматический сериал. Он снят по мотивам биографической книги «Моя семья и другие звери» знаменитого натуралиста Джеральда Даррелла. Каст очень удачный и колоритный. Но среди многих малоизвестных имен выделяется Джош О'Коннор, известный ролью молодого принца Чарльза в драме от Netflix «Корона». Сериал способен поднять настроение, очаровать чудесными пейзажами и подарить немного надежды в то лучшее, о котором многие из нас в каждодневной суете забывают. Это, несомненно, один из лучших проектов о семейных ценностях и любви. На сегодня у меня все. Мы продолжим свою работу для вас, ведь мы таки имеем что вам сказать. А если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментарии. И главное, обязательно подпишись на наш канал. Всем пока-пока, услышимся!